В общем, я подзамерзла что-то. Туча так и не уходит. И решила платье надеть. Хочу пока что рассказать, что да как я, в общем, очутилась на этом острове и все такое. Я пыталась до этого снимать, но у меня... Я в ВК выкладывала в своей группе, что у меня проблемы с телефоном или с картой, не знаю. В общем, я несколько часов потратила на то, чтобы просто пойти, бросила свою палатку, вещи, все, на свой страх и риск, так боялась оставлять. Это же не такие дикие места, где вот вообще людей нет. Тут все равно люди ходят. Ну, не так часто, как на пляже, например, но все равно ходят. Вот, все пришлось бросить и идти в поселок Хужир и искать там карту памяти. И вообще был большой вариант, что я ее не найду, потому что там, ну, это деревня, представляете, там вообще нет ничего такого. Там одни сувениры, да, еда, там вода продается. В основном сувениры везде. Очень был большой риск, что не найду, но я нашла. И вот в хорошем, как раз про который я говорила. И купила, но больше, чем на 32 гигабайта у них нет. Пришлось 3 карты на 32 гигабайта брать, и одну карту я на 16 гигабайт взяла. Надеюсь, мне хватит, хотя поход такой длинный. И вот уже сколько, представляете, я материала и всего потеряла. Ну, короче, я же не про это хотела рассказать. В общем, карты я купила, снимать могу. Надеюсь, что это не было в картах дело, и что я сейчас не зря вот сижу, вам рассказываю. В общем, я рассказывала уже все, но, возможно, этот материал пропал, поэтому расскажу заново. Приготовьтесь, что это будет надолго. У меня был изначально запланирован свой индивидуальный маршрут. То есть я собиралась приехать в Листвянку и оттуда начать маршрут. Маршрут этот очень длинный. Я хотела пройтись по берегу Байкала. Там вообще затрачивать пришлось бы там месяц примерно. У меня было всего 2 недели. В итоге я думала, что дойду, докуда дойду. В итоге, когда я ехала в поезде, на одной из станций я вышла, там ловила связь, я позвонила одному человеку, у которого есть на Байкале, ну не на самом Байкале, в Дикой Тайге изба. Я хотела эту избу сильно посетить. А эта изба оказалась на севере Байкала. То есть, чтобы вы понимали, от Листвянки до Северобайкальска 740 или 760 километров. Это просто крайне много реально. Я бы не дошла до этой избы. А мне туда очень сильно хотелось. Там дикая тайга, дикие места реально. Там. И вот я, когда позвонила этому мужчине, его зовут Андрей, он вот мне сказал, что изба так далеко и все такое. Ну, я примерно понимала, где она находится, но я не представляла, что столько прям километров до нее идти. Ну, я бы не дошла реально. В итоге он мне предлагает, что они там со знакомым, со своим, хотят как раз поехать в дикую тайгу, пособирать травы. Мне такое реально предлагать нельзя, потому что я обязательно соглашусь. Но я сначала отказала ему, потому что я думала, они идут группой. Я говорю, я группами ходить не люблю. Вот, и, ну, поэтому, наверное, откажусь. Он говорит, ну, я спрашиваю, сколько человек пойдет? Он говорит, да я только и, ну, знакомый или друг там его. Ну, и говорит, вы, если пойдете, я такая, 3 человека, это же не так уж и много. Ну, много с одной стороны, с другой стороны, для дикой тайги это нормально. Ну и все, и понеслось, завертелось. Я давай сразу в своей голове маршрут перестраивать, думать, что да как мне быть. В общем, кому не интересно слушать мою такую длинную болтовню, можете сразу перемотать. Кому не интересно, как у меня такой, ну, какой-то маршрут образовался, если так можно сказать. Тут чайка огромная подошла. Но я не буду сейчас отвлекаться, снимать. Я уже и так забыла, о чем я говорила. В общем, мы с этим... Андрей этот мне говорит... Я соглашаюсь, в общем, идти с ними в тайгу, собирать травы. Потому что их 2 человека. Надеюсь, не пойдет еще кто-то, а то сюрпризом для меня будет. В итоге я соглашаюсь, он мне говорит, приезжаете в Иркутск, берите билет до Северобайкальска. Представляете, это мне еще ехать. Получается, я в Иркутск ехала
сутки или больше. А до Северобайкальска от Иркутска мне, получается, и больше суток, часов 16 ехать. Я говорю, ладно, все, договорились. А они собирались в Дикую Тайгу 17 числа идти. Вот. А я приехала 13-го. Я думала, я эти дни, ну, похожу для себя. Вот, как раз одна побуду, Байкал первый раз увижу. 1 на 1 с Байкалом, такие все мысли у меня. Вот. И приезжаю на ЖД вокзал, когда в Иркутске, и получается, что билетов до Северобайкальска нет вообще. Ни на автобусе, ни на поезде. Потом я узнаю, что там ходит маршрутка. На маршрутке уехать можно только, билет можно купить только у кассирши. Ну, нужно номер, короче, знать. Этот номер я нашла в интернете. Кому нужно, я оставлю под фильмом этот номер. Вот. И только по этому номеру можно дозвониться кассирше и у нее забронировать билет на эту маршрутку. Я ей позвонила, она говорит, билеты только на 15 число. Я опять расстроилась, думаю, ну все, значит, не судьба идти туда, на дикий этот, в дикую в эту тайгу. Вот, травы там собирать и все такое. Кстати, я даже не знаю, они зайдут в избу-то или нет. Я, если честно, не спросила. Они мне как сказали, что там будет дикая тайга непроходимая. И меня сразу вот это вот просто, я тайгу люблю. Вот это сразу соблазнило. Я даже не спросила, будет ли изба вообще на самом деле. Но я надеюсь, что будет. В итоге я расстроилась такая. Ну, не судьба, значит. Пойду тем маршрутом, каким должна пойти. И в итоге сажусь от ЖД вокзала, еду до автовокзала на трамвайчике, сначала на одном, потом на другом. И звонит мне этот Андрей, говорит, ну что ты там билеты купила, мы тебя ждем, там все такое, мы уже на тебя рассчитываем. Меня трясет реально, я даже говорить не могу, холодно вообще от воды, а я не хочу отвлекаться за кофтой идти, хочу рассказать уже наконец, потому что я уже не который раз записываю этот рассказ. Сейчас он растянется, вообще капец. О, солнышко, давай, свети. Звонит он мне, в общем, когда я еду в трамвае. Спрашивает, купила ли я билет. Я говорю, так и так, наверное, не судьба, я не смогу до Северобайкальска купить. Нету вообще билетов никаких. Вот только на 15 число. Он говорит, так бери на 15, мы же 17 типа собираемся идти. Я такая, ну точно, чувак. Ладно, говорю, сейчас позвоню, узнаю. Звоню, на 15 уже нет. Пока я вот там несколько часов всего, и уже нет на 15 билетов. Я такая, ё-моё. Спрашиваю, а на 16-е? Ну, она говорит, да, на 16-е только есть. Я говорю, все, бронируйте мне билет. Еще спросила, точно ли я могу рассчитывать, что он у меня будет. Она сказала, да, надеюсь, что так, потому что бронируют только вот по телефону и все. По номеру. В общем, забронировала билет на 16-е. Ну, написала Андрею, что так и так, 16-го только получилось, что как раз 17-го утром я туда приеду, в Северобайкальск. У меня, получается, 3 дня остается, чтобы для себя самой. Ну, и я беру билет на автовокзал-то, я все-таки приехала с пересадками на 2 трамваях. Беру билет до Листвянки, думаю, похожу там, посмотрю, что там есть. Я же там не была ни разу, оттуда же мой маршрут должен был начаться. И когда билет купила, только я купила и объявляют, еще даже от кассы не отошла толком, объявляют, что через несколько минут отходит автобус до Ольхона. И я такая, меня просто как стукнуло. Ольхон, я же хочу там побывать, мне надо на Ольхон, короче. И я такая к другому, ну, эта кассирша уже занята была, у которой я брала. Я тут же к другой кассирше подхожу. Говорю, а можно сдать билет до Листвянки? Она говорит, ну да, можно. Я ей даю, и мне, говорю, купить до Ольхона. Она такая смотрит, так вы же, говорит, только что купили его до Листвянки. Я говорю, ну да. Она говорит, так как это, вы только купили и сдаете? Я говорю, ну да, я сдаю, и я хочу на Ольхон, я передумала. Она на меня, вы видели, как она на меня смотрела? Она на меня так посмотрела, как на дурочку, типа, как так собиралась в Листвянку, тут вдруг до Ольхона.
передумала, поехала на Ольхон. До Листвянки ехать там близко, я не знаю сколько. До Ольхона 5 с лишним часов на маршрутке, представляете? Вообще, я вообще реально сама для себя неожиданно, я вообще не ожидала, я даже не знала, что я попаду вообще на Ольхон, потому что когда я ехала на Байкал, изначально я думала, что я от Листвянки пойду свой маршрут, и где-то там в середине маршрута я должна была до Ольхона дойти сама, ну, потом переправиться на пароме, естественно. Ну, то есть это был проходящий маршрут с захождением на Ольхон. Но когда я его переиграла с Дикой тайгой, то он вообще в планы, получается, не входил. То есть я бы на него вообще не попала. И тут вот таким случайным образом просто вот в голову мне что-то стукнуло. Я на автовокзале, представляете, уже чуть не уехала в Листвянку. И тут собираюсь. Еще это кассирши давай, ну, немножко так ворчать, что типа как так, уже автобус через там 10-15 минут на Ольхон, а нам нужно и возврат оформить, и билет купить. В общем, так все вот так вот быстро как-то и неожиданно для меня самой, и все. И вот это все, взяла билет, купила билет, и я уже трясусь в маршрутке 5 с лишним часов на Ольхон. Вот таким образом я сюда попала. И когда я приехала в Кулжир, выхожу в поселке, я вообще здесь, представляете, ничего не знаю. Выхожу в какой-то поселок, дома стоят. Ё-моё, что такое, где я, куда идти, Байкала не видать. Я вообще не знаю, куда идти. Просто вот в интернете нарыла популярные места. И вот мыс Бархан там был самый первый. Я посмотрела по карте, что он не так далеко. И пошла сюда, просто вот вышла к мысу Бархан, скала Шаманка. Просто случайным образом, ничего абсолютно не знаю, не строя маршрут, вообще ничего. И вот завтра мне нужно уезжать обратно в Иркутск. И с Иркутска послезавтра я поеду на Северобайкальск. То есть мне еще в Иркутске где-то ночь надо провести. Наверное, скорее всего, придется гостиницу снимать. Такая история длинная, правда. Кому не интересно, промотайте. Либо я отдельным видео это сделаю, на канале выложу, может, на Алиной каше. Кому интересно, те посмотрят, как я добиралась до Ольхона.